Приветствую всех на канале, я Наталья. Сегодня очередной урок декора, красоты. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня я покажу, как обтянуть сердечко. Сердечко размер у меня 8 сантиметров. И в первую очередь, конечно же, я делаю вешалку. У меня это примерно 21-22 сантиметра, в зависимости от того, какая вешалка вам нужна, длиннее или короче. Я складываю красивой петелькой и завязываю узелок. И пока у меня греется пистолет, я сделаю бантик, чтобы не терять время. Шаблон я использую 9 сантиметров, и лента у меня 1,5 сантиметра. Уже не раз показывала, как это делать, но раз сегодня подробный урок, будем делать от и до. Складываю немного под углом ленту, оставляю здесь примерно 1,5 сантиметра. И вот таким образом. Скромный бантик, но при этом он есть и не слишком он выпирает, так скажем. Не слишком много, не слишком мало. Беру нитку с иголкой и прошиваю. Здесь все равно как прошивать, здесь не так много ленты, и как бы основная часть бантика у нас спрятана под декором, поэтому как бы главное все вот эти края, все закрепить между собой. Вот я вот так делаю. Но главное, мы заходим с лицевой стороны иголочкой и выходим тоже с лицевой стороны. Так, ленту убираю, снимаю все с шаблона и затягиваю. Это самый простой бантик, ничего здесь сложного нету. Вот вы видите, как красиво складываются вот эти складочки, и все у нас хорошо смотрится. И, конечно, делаю узелок. И на заготовке, где у нас есть зазор, вот здесь вот эту часть я немножко надламываю. Вот, убрала. Это для того, чтобы приклеить вешалку и ничего не мешало, когда я буду подклеивать заготовку вместе. На любую из заготовок, так как у нас здесь уже зазор убран, мы подклеиваем вешалку. Удобнее вот на этой, где зазора нету. Поэтому я беру, наношу клей чуть-чуть сюда, чтобы подклеить. И вот узелок прямо туда все и подклеиваю. Вот таким образом. И на этой же заготовке вовнутрь, не на выпуклой вот этой, а на заготовке, я наношу клей. У меня универсальный клей. Лучше, конечно, с ним работать, а не с горячим клеем, потому что горячий клей, пока вы нанесете, он может подсохнуть, и вам тогда будет проблематично закрыть заготовку. Я наношу клей. И закрываю заготовку. Вот вы видите, все идеально у меня склеилось, никаких нету клея снаружи, и все идеально просто захлопнулось. И пока у меня горячий клей, я подклею бантик. Здесь я использую тонкую ленту, можно использовать любую, которая у вас есть. У нас все это будет под декором, но в любом случае все должно быть идеально. И еще раз обверну вокруг. Вот. И лишнее отрезаю и подклеиваю. Обтягивать сердечко я буду шелком. У меня это отрезок 30 на 30, тот же, что я использую для шаров 8 сантиметров. Можно сделать поменьше, просто у меня уже нарезанные отрезки, поэтому я буду использовать его. И для новичков, если вы делаете это в первый раз, то, конечно, лучше взять вот отрезок побольше, чтобы вам было удобно все эти концы затягивать, потому что если будет тут мало места, вам будет неудобно это все затягивать, тем более сердечко. Чтобы затянуть вверх, я использую обыкновенную нитку. Она у меня сложена в 4-5 раз. И дальше что мы делаем? Укладываю сердечко посередине
и выравниваю вот эти концы. Теперь придерживаю сердечко вот здесь. Объясню сразу. Сердечко, так как у нас здесь углубление, немножко сложновато работать, но все же возможно. И что я делаю дальше? И я беру и вот такие мелкие складочки, все это вот складываю. Делаю это с одной стороны. Перехватываю пальчиком, при этом держу вот эту вешалочку там, которая у нас пимпочку. И складываю с другой стороны. Вот таким образом. Переворачиваю, перехватываю, придерживаю пальчиком и складываю вот с этой стороны и с этой стороны. Здесь все будет убегать у вас, но ничего страшного. И когда вы сложили основную часть, перехватываем все вот так рукой и затягиваем. Вот таким образом. И как вы помните, пимпочки у нас там нету. Берем ниточку. Что здесь главное? Чтобы вот эта все конструкция у нас не двигалась туда-сюда. Перехватываем вот так, при этом держим сильно. И вот утягиваем прямо в середину, стараемся именно вот эту середину там завязать. И не слишком затягиваем, но не так, как на шарах сильно, так как нам сейчас надо будет выправить именно вот эту пимпочку, вытащить наружу. Теперь я завязываю узелок. Так, сейчас зубами воспользуюсь, так как вторая рука у меня занята. Вот, вы видите, тут еще есть место, но все же я как бы затянула. И второй узелок. Что мы делаем дальше? Вот, вы видите, там у меня пимпочка осталась внутри. Теперь начинаем тянуть с двух сторон. Не так, что мы с одной стороны. Если мы утянем с одной стороны, то у вас еще вот ткань уйдет в одну сторону. Мы берем и одновременно вот утягиваем, чтобы вот эту пимпочку вытащить. Вот она. Вот наша пимпочка. Теперь я укладываю вот тут пальчик, держу вот здесь и начинаю теперь утягивать ткань. Вот о чем я говорила, что если вы новичок, лучше взять отрезок побольше, чтобы вам было удобно это все утягивать. Вот со всех сторон, при этом держим, потому что если вы отпустите, то вот эта вот ткань, она соскользнет, и все у вас, конструкция вся куда-то убежит. Поэтому вот так же каждый вот этот кусочек обрабатываем. Что мы делаем дальше? Убираем вешалку на другую сторону. Если вы хотите обрабатывать вот эту сторону, мы начинаем вот один раз. Второй раз. Что делаем дальше? Берем снова вот эту нитку. И теперь надо очень аккуратно, вот, перехватывая, прямо вот так затягиваем. Снова убираем, перехватываем и тянем вот сюда на середину. Но мы уже тянем сильнее. Вот, таким образом. И теперь второй край мне надо завязать. Сделать узелок. Так, снова зубы. Вот, снова у меня зубы в ход пошли. Вот вы видите, сейчас мы уже затянули намного ближе к основанию. И затягиваем. Делаем 2-3 узелка. Я затянула, теперь снова пальчик вот сюда, держу пимпочку и, например, вот обрабатываю вот эту сторону. Теперь я уже окончательно, вот вы видите, все затягиваю, и все вот эти складочки, все у меня прямо вот вытягиваются. Вот. Что я делаю дальше? Вот так перехватываю и сюда нанесу клей. Вот сюда, прямо вот в эту пимпочку. Вот. И подклеиваю. Вот я даже придерживаю, видите, у меня даже руки дрожат, но все придерживаю, все вот у меня, видите, все подклеено. Что делаю дальше? Обрабатываем вторую сторону. Поступаем также. Перехватываем пимпочку, вешалку назад. И вот таким образом все не вверх, а вот именно вот так в сторону. Иначе у вас может ткань соскочить. Вот. Если вот эти маленькие складочки, все вот так
каждый сантиметр обрабатываем. Вот вы видите, как все вытягивается, и вот эти складочки становятся такими плоскими и красивыми. Если вы довольны результатом, отодвигаем ткань. Вот здесь такой образуется маленькая ямочка, и туда клей. И все подклеиваем. Что мы делаем дальше? Ну, во-первых, обрезаем вот эту ниточку, она нам уже не нужна будет. И самые вот такие большие отрезки тоже отрезаем. При этом не забываем про вешалку, чтобы ее не подрезать. Эти кусочки я всегда сохраняю, они мне потом нужны для работы. Работа дальше. Очень аккуратненько подрезаем. Не режем сразу много, вот по чуть-чуть, чтобы случайно ткань не убежала и не распустилась. Хотя мы с вами подклеили, но в любом случае надо работать очень-очень аккуратно. Я также придерживаю вешалку и маленькими ножницами по чуть-чуть, как можно ниже, я сейчас буду все подрезать. При этом как бы делаю это, чтобы не получалось так, что в одном месте слишком много вырезала, а в другом меньше. Ну, как бы равномерно. Видите, я совсем по чуть-чуть вот так вот выравниваю. Потому что если вы отрежете сразу много, то может случиться беда. И вот так по чуть-чуть. Так, теперь вот тут выравниваю. Спешить в этом деле не надо. И как бы вот делаю платформу. Я стараюсь сделать вот эту верхушку как можно меньше, чтобы она как бы, ну, не слишком торчала. Теперь беру зажигалку и по чуть-чуть. Тут надо аккуратно, потому что очень трудно вот подобраться, чтобы вы основную ткань тоже не и вешалку не повредили. Поэтому все отодвигаем и вот так аккуратненько все прижигаем. И когда у нас будет уже все тут опалено, то ткань уже как бы отдельная какая-то часть ткани уже никуда не убежит. И вот у нас получается вот такое сердечко. Сразу убираем мусор. Кто работает с красной тканью, знает, что после работы с красной тканью все вот в этих красных таких вот, видите, мелких тканюшках, ниточках. Поэтому вот видите, все это надо убирать сразу, иначе все это прилипнет к вам на игрушке. Теперь мне надо обработать верх ленты. Я взяла 3 миллиметра, 5 миллиметров сюда не годится, иначе будет слишком высокий вот этот кантик. Подклеиваю сначала вот сюда ленту. И сейчас под натяжением буду вот так все утягивать. Но наношу клей вот на нижнюю часть. И вот так прямо под низ, чтобы все схватить. Если клей вылезает чуть-чуть, ничего страшного. Потом мы с вами все это уберем. Даем закрепиться. И продолжаю работу. Вот на нижнюю часть прямо вот так размазываю. И вот так прямо утягиваю, чтобы все это закрепить. И вот вы видите, так, пистолет слишком горячий. Так. Вот таким образом я делаю вот эту вот верхушку. Все. И за счет приподнимаю вверх и выравниваю вот эти части, чтобы они у меня были наравне. Вот, все у меня получилось ровно и красиво. И теперь вот эта верхушка и клей мы все убираем. Вот так аккуратненько все
выравниваем и еще раз прижгем. Вот, чтобы все у нас было аккуратно. И еще раз прижигаем все. Тоже действуем очень аккуратно. И вот что у нас получается. И продолжаем обработку. Мне надо подклеить ленту на вот эту часть сердечка. У меня лента 5 миллиметров. Использую я универсальный клей. Можно использовать горячий, но универсальным намного удобнее работать и намного аккуратнее получается. Наношу клей, размазываю на ленту и подклеиваю вот сюда. И даю закрепиться. Закрепила булавкой, чтобы не держать. И так, чтобы вам было удобно видно, я наношу клей на остальную ленту. Так, вот. Так как у меня внизу будет пришиваться кисточка, на нижнюю часть я не буду наносить клей, иначе мне будет трудно затем пришивать кисточку. И под натяжением вот так приклеиваю. И, конечно, даю закрепиться. Вот я еще немного клея вот до сюда нанесу. Так, придержу пальчиком. Нижнюю часть уже, как говорила, не буду подклеивать. Так, чтобы вам было видно, вот наношу клей, обязательно размазываю его, придерживаю тут ленты и под натяжением все приклеиваем, чтобы вот этот уголок у нас хорошо натянулся, чтобы лента, вот видите, никаких тут не было, ни складочек, ничего, все идеально натянулось. И теперь продолжаю наносить клей, вот не на самый уголок, а чуть-чуть отступая от уголка. Так, убираем лишнее. Конечно же, размазываем его. Здесь главное понять, как ваш клей работает, чтобы понимать дозировку. Больше, меньше. Так, вот у меня полосочка. Я всегда придерживаю пальчиком, чтобы понимать, где мне надо натянуть ленту, чтобы все было ровно. Вот видите, как все идеально получается. И теперь натягиваю ленту. Вот. Смотрю, сколько ленты мне надо. Отрезаю лишнее. Конечно же, обрабатываю огнем и продолжаю подклеивать. Так, края обязательно хорошо подклеим. И вот так все утягиваю сюда. И пальчиком прижимаю. И даем закрепиться. Теперь пришьем кисточку. Я буду использовать вот такие колпачки. И чтобы одеть кисточку в колпачок, здесь есть отверстие. Я пользуюсь леской. Вот, отрезок лески. И теперь два вот этих края я просовываю через отверстие и затягиваю. Конечно, я подклеиваю кисточку. Подклеиваю я универсальным клеем. Просто наношу, ну, или на колпачок, или на кисточку, вот так вовнутрь клея. И все это затягиваю. И затем уже, когда приклеится, я затяну вот эти вот края. Пакетик я стараюсь не снимать. Вот эти края я загибаю и немного вот так еще пинцетом их подгибаю вот вовнутрь. Все натягиваю и одеваю кисточку обратно на колпачок. И чтобы у меня все это конструкция никуда не слезла, я подклею скотчем. Я беру небольшой отрезок скотча. Он у меня широкий, поэтому разрежу на две части. И вот здесь вот так вот приклею. И просто приминаю.
Отправляю я клиентам кисточки вот такие закрытые, предупреждаю, что здесь скотч, и они аккуратненько все это дело снимают. И теперь уже кисточка никуда вот не облезет вот этот пакетик. Пришиваю кисточку. Я делаю узелок на нитке, и так как у меня вот здесь не подклеено, я эту ниточку вот сюда в середину узелок прячу. Так, сейчас надо на верхушку выйти. Вот. И теперь вот эти ниточки я подкалываю с одной стороны, с другой стороны, обязательно насквозь, не просто, а обязательно насквозь ниточки обе. И закалываю, теперь прошиваю вот здесь, именно посередине креплю. Я пришиваю белыми нитками, но я умею все это скрывать. Я бы, наверное, всех учеников заставляла шить белыми нитками, чтобы они учились заранее как бы все прятать, чтобы не было видно. Отрежу на две части, чтобы мне не мешало. И несколько раз, так, кисточку надо придерживать. Вот, и несколько раз туда-сюда надо все это пришить. Так, с какой стороны у меня? Вот она, наоборот. Снова с одной стороны креплю. У меня камера перед носом, не совсем удобно вам показывать. Ну вот, с одной стороны затягиваю, с другой стороны. И теперь ленту. И 5-6 раз вот так пришиваю. И вот я подшила, и теперь делаю узелок и нитку отрезаю. И вот эти края я оставляю примерно, ну, сантиметр-полтора с каждой стороны. И их подклею. И как подклеивать? Подклеивать обязательно посередине. Я наношу клей. Вот так, с одной стороны. Даю клею немного закрепиться, не сразу. И теперь вот так натягиваю ленту. Придерживаю пальцем и пинцетом. И даю закрепиться. И также поступаем со второй стороны. На середину ленты наношу клей. Там у нас будет стразовая цепочка, поэтому ничего видно не будет. Клей немного загустеет. Натягиваю. И даю закрепиться. На сегодня все. Сегодня я вам показала, как обработать сердечко, как обработать края, точнее сказать, как обтянуть сердечко, как пришить кисточку. И последующий декор мы с вами сделаем в следующем уроке. Мы приклеим бантик и, конечно, остальной декор. На сегодня все. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.